Что для вас Амстердам? Музей на любой вкус, небо, отраженное в каналах, тюльпаны на каждом шагу, чайки, замершие в потоках ветра с моря, дома шириной в комнату. Или же толпы туристов, бредущих в поисках запретных развлечений по бывшему дну бывшего моря, запах марихуаны в узких улочках квартала красных фонарей и доступность, даже по нашим меркам вседозволенность в отношении наркотиков. Все так, он разный, Амстердам. И буржуазно-добропорядочный в сдержанных пуританских тонах палитры старых фламандских мастеров, и безудержно радужный в кислотных оттенках 21-го столетия. Но есть еще один Амстердам. Точнее, его неотъемлемая часть, не всегда видимая, но постоянно востребованная и очень важная часть жизни этого города. Вот уже более 30 лет ежедневно спасают жизни людей сотрудники программ снижения вреда Амстердама. Об этом мы и поговорим сегодня. Каждый новый случай ВИЧ-инфекции обходится налогоплательщикам Нидерландов в 1 миллион евро. Сегодня мы расскажем о людях, чья работа позволяет сэкономить эти средства. Снижение вреда в Амстердаме – это разветвленная, отлично функционирующая система, которая позволяет обеспечивать потребности не только 835-тысячного населения столицы Нидерландов, но и 4,5 миллионов туристов, ежегодно посещающих этот город, большая часть из которых приезжает сюда уж точно не только для того, чтобы полюбоваться картинами Рембрандта. У нас было всего 2 дня на съемке в Амстердаме. Само собой, за это время мы не смогли бы охватить своим вниманием все разнообразие сервисов города. Да и временные рамки фильма не позволяют этого сделать. Поэтому мы решили рассказать вам лишь о том, чего пока еще нет в наших странах, а помог нам в этом наш новый друг – Аркадий. Аркадий родом из Украины, но уже много лет живет и работает в Амстердаме. Он является сотрудником организации The Rainbow Group, а по совместительству социальным работником в одной из комнат для употребления наркотиков. Туда мы и направились. Комната безопасного приема наркотиков находится в офисе организации АМОК, в центральной части города, недалеко от реки Амстел, прямо напротив одноименного отеля, одного из самых дорогих отелей Амстердама, кстати говоря. В общем, типичный дом в типичном районе столицы Нидерландов. 2 арендуемых у города этажа организации АМОК вмещает в себя не только комнату приема. Здесь еще и дневной центр для бездомных, столовая, душ и много чего еще. Впрочем, слово Аркадию. То есть сейчас мы находимся в дневном центре для бездомных. Это место открыто с 10, с понедельника по пятницу, с 10 до 5. Любой человек, которому нужна консультация или которому некуда идти, иностранец в Амстердаме, приходит и сидит здесь. Мы не работаем со всеми группами. То есть, если это голландец, то мы сразу объясним, что для голландцев есть много мест других, и это место только для иностранцев. Мы, грубо говоря, фильтруем только европейцев, которые не из Голландии. То есть здесь можно сидеть, пить кофе, компьютером пользоваться, можно записаться в душ, можно записаться на разговор с социальным работником, интернет, принтер и так далее. Вот такие вещи. Если кто-то ищет работу, мы помогаем с этим печатать CV, вот студенты помогают написать это CV. С некоторыми вещами мы не помогаем, то есть мы не можем найти для кого-то работу, этим мы не занимаемся, мы не можем. А некоторые люди, например, находят работу, и после этого следующий вопрос – это найти какое-то жилье, снять комнату и так далее. Мы не ищем для людей комнаты. Все это старые правила, и нет у нас, во-первых, возможности это делать, потому что это занимает много времени, а во-вторых, с работы это довольно специфическое дело, мы не можем никакому работодателю ничего гарантировать, поэтому люди сами должны, собственно, помогаем со всеми сопутствующими вопросами, CV, позвонить. Первым делом, естественно, объясняем, какие необходимо сделать шаги, получить социальный номер и так далее. Звоним для этого, назначаем встречи и так далее, вот это все. Для того, чтобы провести человека как можно быстрее через все эти бюрократические первые шаги. Дальше уже зависит от человека, что он хочет, собственно. Если он хочет сидеть на стуле целыми днями, это тоже можно. Вот мы сейчас находимся в ночном приюте, он маленький, вы видите, здесь несколько комнат, это самая большая из них.
У нас всего 12 кроватей, это кризисный приют. Соответственно, в основном люди, которые, я не знаю, с какими-то медицинскими проблемами, они имеют преимущество. Ну и также уже, когда кровати остаются, мы, грубо говоря, отбираем из всех остальных несколько человек, которые будут спать. То есть, если ты ищешь работу или ты нашел работу, мы стараемся записывать почаще, чтобы можно было ночью хоть нормально отходить. Ну вот что, комната, где можно менять вещи. Вещи у нас меняются, то есть оставляешь свои, мы их стираем и вывешиваем сюда. А ты берешь, собственно, выбираешь какие-то вещи отсюда. Вот перед вами комната для употребления наркотиков. В комнате около 15 лет. Это программа для наркозависимых, для людей, которые активно употребляют наркотики. И для людей, грубо говоря, для бездомных, то есть для людей, у которых нет более безопасного, чем это место, где их, собственно, можно употреблять. Это добровольная программа, и, собственно, мы ее не рекламируем никак. То есть люди должны сами прийти, объяснить, что у них вот такой вопрос, они употребляют наркотики, им негде их употреблять, и тогда мы уже обсуждаем с ними, грубо говоря, критерии доступа. То есть человек должен употреблять несколько лет, он должен не иметь возможности или на этом этапе не иметь, скажем, желания перестать употреблять, и он должен быть бездомным, соответственно. Грубо говоря, если человек будет употреблять где-то в городе или под мостом, это опасно для самого человека, это не так, скажем, просто для города. Понятно, есть условия доступа, а если человек пахнет пивом и он не трезв, то мы его не пускаем. То есть никакого алкоголя, естественно, пить любой алкоголь запрещено и так далее. Я должен сказать, что у нас, слава богу, никогда за все эти годы не было летальных передозировок. Они иногда случаются, мы вызываем. В этом случае мы, собственно, должны начинать оказывать первую помощь. Вот эта маска для искусственного дыхания у нас у всех висит. Кто-то звонит в специальный номер, вот видишь, красный, overdose alarm. Вот, мы звоним, и они в течение 4 минут сюда приезжают. Честно говоря, я за свои 10 лет работы здесь звонил, по-моему, 2 или 3 раза. Это обычно происходит летом, когда много алкоголя на улице, и люди все смешивают вместе. Да. Или после тюрьмы, там месяц в тюрьме, там метадон, и, соответственно, выходит сразу. Этой комнате, эта услуга возникла 15 лет тому назад, и один из инициаторов, собственно, открытия такой комнаты была местная полиция. Потому что их в каком-то смысле, наверное, достало вылавливать или охотиться, или видеть людей, которые бездомные иностранцы, которым негде употреблять, и они, если люди употребляют на улице, им надо с этим, собственно, какие-то меры принимать. А если люди здесь, то им спокойнее, они знают, что ничего не случится, не будет никаких передозировок под мостами и так далее, и всем, собственно, спокойнее, приятнее и, в конце концов, дешевле. Эта комната, она исключение. То есть в этих комнатах, каждая из этих комнат описана, ее адрес и так далее, и там разрешено официальное употребление тяжелых наркотиков. Ну, то есть в основном люди употребляют, так мы говорим о бездомных, зависимых, мы говорим о кокаин, героин. Вместе, отдельно, курим, колем и так далее, в всяких вариациях, комбинациях. И почему здесь мы, опять же, не ограничиваем людей, быть, грубо говоря, быть бездомным потребителем наркотиков в другой стране, это довольно одинокое дело. То есть люди выпадают, естественно, часто они не говорят на языке и так далее. Они выпадают из социума, у них, естественно, редко есть друзья, круги общения, это в основном дилеры или люди, которые им помогают или как-то связаны с тем, как они зарабатывают свои деньги. Поэтому здесь мы пытаемся, собственно, создать как социальное место. Собственно, они могут сидеть, разговаривать, не обязательно целодневно употреблять, они могут сидеть, пить кофе, разговаривать с другими. Мы часто, это единственное, одно из немногих мест, где можно курить, поэтому я провожу там как минимум половину своего рабочего времени. То есть мы разговариваем, они задают вопросы, или я задаю, или просто общаемся. Я не считаю, что проблема зависимостей, она действительно из-за самих субстанций. То есть, скорее, вещества – это ответ на какие-то другие проблемы. Благодаря Аркадию нам удалось посетить еще один центр социальной помощи.
И пока мы добираемся до него и осматриваем его достопримечательности, немного цифр вашему вниманию. Конкретно эта комната безопасного приема наркотиков в дроп-ин-центре Амок обходится бюджету Амстердама в 70 тысяч евро в год. 80% от этой суммы идут на зарплаты 5 сотрудников, а оставшиеся 20% покрывают расходы на материалы и также идут на оплату счетов за свет, воду и так далее. Весь дроп-ин-центр Амок в целом также существует за счет бюджетных средств, плюс небольшая доля благотворительной помощи. Всего же в Амстердаме 24 подобных центра, включая религиозные, где читают Библию и раздают бесплатный чай. Все это дневные центры, ориентированные на бездомных, однако их услугами могут пользоваться и зависимые люди. Сколько же таких мест всего в Голландии, никто толком не знает. Их сотни. Теперь немного о комнатах безопасного приема. В Амстердаме их 3. 2 из них предназначены только для курения, а та, в которой мы были, универсальна. Здесь можно и курить, и делать инъекции. В основном курят героин и так называемый бейс – курительную разновидность кокаина. Еще одна, 4-я Drug Consumption Room расположена в убежище – шелтере. Однако, в отличие от 3 других, эта комната не для всех. Ее услугами могут пользоваться лишь клиенты этого убежища. Всего в Нидерландах до недавнего времени было 39 комнат безопасного приема наркотиков. Однако сегодня их 32. Закрывшиеся комнаты находились в основном в маленьких городках и прекратили свою работу по разным причинам. Само собой, здесь есть и метадоновые программы, а также заместительная терапия героином. Цифры – это очень хорошо. Это наглядно, это важно. Но суть этой истории в другом. Мы просто старались показать вам, как при помощи всего 2 человеческих качеств, умения принять чужое мнение и уважать его, можно сохранять жизни людей. Есть в голландцах очень хорошая черта. Они не усложняют себе жизнь, а наоборот, стараются сделать ее проще. А в итоге получается проще, лучше и безопаснее. Они стараются жить в гармонии с реальностью и не пытаются переделать ее, стремясь к какому-то несуществующему идеалу. Главное – перестать отрицать и начать принимать данность как факт, а остальное приложится. Это получилось у голландцев, это получится и у нас, в странах нашего региона. Давайте жить в гармонии с реальностью.